Привет, меня зовут Айдар, и в сегодняшнем видео я хочу поговорить с вами про такую группу нот, как секстоль. Итак, в секстоль умещается 6 нот, то есть за одну долю, за один удар метронома вы играете 6 нот. Можно сказать, как это триоль, умноженное на 2, то есть вместо 3 нот вы играете 6. Но в чем главное отличие секстолей от триолей? То, что триоли были нечетными, то есть 3 ноты, и вам постоянно нужно было чередовать штрих, то есть удары сначала вниз, потом вверх, вниз, потом вверх, то в секстоле все с этим проще, так как у вас четная длительность, только 6 нот на одну долю, то вы играете, точнее, начинаете каждую долю с удара вниз, потому что 1, 2, 3, 4, 5, 6 это четная, а когда четная, тогда каждая новая доля начинается с удара вниз. Это главная особенность, которая, возможно, поможет вам легче воспринять эту группу нот. Тем более, если вы освоили триоли, уверен, что недолго повозившись, возможно, полчасика, вы поймете, как играть секстоль и сможете более-менее свободно ею владеть. Итак, для начала я покажу вам несколько упражнений, из которых вы выберете, которые вам больше по душе, и начнете практиковать. Итак, перехожу к упражнениям. Первое упражнение на секстоль будет хроматикой. Это движение по полутонам, то есть когда вы задействуете абсолютно каждый лад на определенной струне. Итак, как оно выглядит. Напоминаю, вам нужно уместить 6 нот в одну долю. Смотрите, вы начинаете играть от первого лада. Играете 3 ноты. 1, 2, 3. И потом еще 3 ноты, начиная с мизинца, который играет на 4-м ладу. То есть вы играете 1, 2, 3 лад и 4, 3, 2. Все это вам нужно уместить в одну долю, в один удар метронома. И дальше просто сдвигаетесь. Таким образом, вы постепенно двигаетесь все дальше и дальше и играете обязательно это упражнение на всех струнах. Со временем вы начнете понимать, как звучит секстоль и как ее нужно играть. Да, возможно, придется посидеть и внимательно слушать себя первое время, чтобы понять, действительно ли вы играете то, что нужно, а не что-то другое. Но я уверен, что со временем, и возможно где-то это примерно 30 или час времени у вас займет, но вы начнете понимать, как играть эту самую секстоль. Главное, внимательно слушайте, чтобы у вас действительно получилось именно то, что нужно, а не что-то другое. А сейчас я покажу вам второе упражнение. Вы задействуете 1, 3 и 4 лад. По пальцам это указательный, безымянный и мизинец. Но вы играете теперь это все на 2 струнах. То есть вы играете 1, 3, 4 на 6-й струне и 1, 3, 4 на 5-й струне. Все это, как обычно, вы должны уместить в один удар метронома. Итак, каким образом это вы играете? Вы играете абсолютно таким же образом, постепенно сдвигая все на один лад. То есть вы начинаете с первого лада, потом играете это на 2-м ладу, потом на 3-м и так далее, 4, 5, 6. Все довольно просто, и, возможно, первое время вам нужно будет играть следующим образом. То есть брать одну ноту от начала следующей доли, то есть как бы 7-ю ноту, таким образом, чтобы она падала ровно на следующую долю, чтобы она акцентировала следующую долю. Таким образом вам будет проще и понятнее. Вы просто со временем начнете осознавать, умещаете ли вы этот ритмический рисунок в ту долю, в которую вам нужно, или нет. То есть вы играете и слушайте, ага, если вот это попало на удар метронома, значит все окей, вы играете правильно. Если нет, то нужно, возможно, либо ускориться, либо замедлиться. И вы слушаете и пытаетесь понять, в чем же разница. Сейчас я покажу вам, как я это делаю при игре с метрономом. И вам следует делать точно так же. Смотрите внимательно, чтобы понять всю суть этого.
Ссылку на табулатуру вы можете найти в описании к этому видео. Рекомендую скачать ее и поместить где-нибудь на видное место, чтобы как только у вас появилась свободная минутка, вы смогли запустить табулатуру и перейти непосредственно к практике. Главное, практикуйтесь таким образом, как я уже сказал. То есть вы должны акцентировать начало следующей доли. Благодаря этому вы со временем начнете понимать, попадаете вы в долю или нет. То есть если наша седьмая нота или начало следующей доли совпало с ударом метронома, окей, значит вы играете правильно. Но если она по каким-то причинам не совпадает, то значит вам нужно либо ускориться, либо замедлиться. Слушайте себя первое время очень и очень внимательно. Контролируйте то, как вы играете, пробуйте и экспериментируйте. Вам важно сделать так, чтобы каждая нота была одной длительности, чтобы не было так, что сначала идут ноты быстрее, потом чуть медленнее, но в итоге вы попадаете. Нет, у вас все должно звучать абсолютно одинаково. Каждая нота должна быть равна другой, и так со всеми 6. Возможно, вам кажется это сложным, но это реально, и нужно лишь немного попрактиковаться. Я уверен, что со временем у вас это начнет получаться, и совсем скоро вы сможете играть в секстоль, даже не задумывайтесь. Поэтому просто начинайте практиковаться, и главное, не бойтесь этого страшного слова. Если это видео было полезным, то подписывайтесь на канал, ставьте лайк и рассказывайте об этом видеоуроке своим друзьям. Уверен, если им интересна игра на гитаре, то они оценят это видео, и, возможно, оно поможет им перейти на новый уровень и прокачать свое чувство ритма. На этом все. Спасибо, что смотрите меня. Пока!